Всем привет! Сегодня новое творение. Так же как в случае с большинством предыдущих, идея далеко не моя. Использовать будем вот такой картридж от переднего амортизатора и, можно сказать, очередной металлолом, толстостенную трубу для изготовления корпуса. И еще некую мелочевку для крепления. Изготавливать будем долбежное приспособление. Хоть и для слабого, но все же токарного станка ТВ-7М. Сразу же напомню, что я не собираюсь тут изготавливать серии деталей и даже выполнять какие-то заказы. Это чисто хоббийное приспособление, которое будет использоваться, может быть, раз в месяц. Ну а для начала нужно почистить вот эту всю ржавчину. Немного обработал наждачкой поверху. Все-таки это корпус. Ну и дальше нужно заняться вот этой штатной втулкой. Посадка у нее есть, но она небольшая. И фиксировать тут в принципе не за что. Сейчас попробую увеличить вот это расстояние посадки. Ну и заодно проверить, что тут за металл. Мои опасения подтвердились. Это явно чугун, сильно пропитанный маслом, о чем свидетельствует наличие дыма. Как всегда, все хочется по-простому, но почему-то не смог в кулачках выровнять биение. Корпус точился за две установки, поэтому придется воспользоваться люнетом. Конечно же, с ним все значительно проще. Но если не брать в расчет его установку и демонтаж, который занимает довольно много времени. Ну и тут уже остается с помощью вот такой штуки выйти на нужный размер. Помажу фиксатором резьбы и запрессую. По люнету, когда производится такая операция с выравниванием того, что не удалось выровнять в кулачках, нужно обязательно иметь в виду, что если этот перепад большой, если в кулачках било сильно, а люнетом значительно выровнялось, то можно получить такой эффект, как вытягивание деталей люнетом из кулачков. И на это нужно обращать внимание. Вот так выглядит запрессованная деталь. Натяг сделал очень большим, пришлось даже погреть. С обратной стороны уже начал делать такую же вставку металлическую. Но уже в процессе подумал, а зачем делать вставку, потом в нее делать втулку из капролона, как я рассчитывал, когда можно просто сделать сразу же капролоновую заглушку. И, видимо, именно так я и сделаю. В данном случае все это делаю максимально просто. Втулка, та, которая была, с обратной стороны заглушка из капролона.
В более сложном варианте здесь, конечно же, еще делают регулировку зазоров втулок. По крайней мере, из капролона сделать такую систему относительно несложно. Некоторый опыт по работе с капролоном уже накоплен, поэтому сразу же ставлю сверло с напайками ВК-8. Странно, что цеплять начала только та напайка. Видимо, задняя бабка немного не точно встала. Также, уважаемые зрители, как говорится, прошу понять и простить. Сейчас более детально процесс снимать очень проблематично. В мастерской новый житель, ходить негде, поэтому снимаю чисто обрывки. Доточу эту втулку до момента запрессовки. Ну вот так все получилось. И как раз на базе этого случая можно наглядно показать, каким образом можно капролоновой втулке регулировать зазор. Выточена она с запасом в 1/100, и до вставки запрессовки в корпус она свободно одевалась на вал. Сюда же она вошла от усилия руки, то есть я двумя руками просто сжал и захлопнулась. И что мы видим в итоге? А в итоге мы видим, что эта сотка зазора ушла. А может и больше. То есть вот таким образом, создав небольшую коническую поверхность для посадки втулки и поджимая ее чем-либо, можно легко сжимать капролон и устранять люфт. Но мне сейчас придется повозиться с тем, чтобы она все-таки заходила. На удивление хватило пары проходов наждачкой. Видимо, убрали заусенцы, и все зашло. Но зазор прямо нулевой. Ввиду изменения температуры может потом и подклинивать. Петлю решено делать с этой стороны. Здесь есть штатная гайка. И, наконец, уже сделать петлю. Ну, допустим, вот из такого кругляка. А с обратной стороны штока уже есть сварка.
Постепенно стал замечать, что пластилином даже в детстве так часто не пользовался, как сейчас. Разогрел его специально, чтобы был помягче. И хочу попробовать сделать такой условный крепеж для того, чтобы демонтировать и прихватить сваркой. Чтобы на станке не варить. В помещении прохладно, поэтому пластилин разогрел, он мягкий. Сейчас я его приклею и оставлю на немного, чтобы он снова стал пожестче, и буду пробовать демонтировать. Прихвачено. Теперь осталось примерить и приварить чуть лучше. В очередной раз увлекся процессом, настолько что забыл, что надо бы что-нибудь снимать. Вот из такого прутка сделал вот такой, прошелся болгаркой и сделал посадочное место, посадочную резьбу. И уже в такой вот капролоновой заготовке нарезал внутри резьбу. Это будет ручка. Конечно, лучше было бы из черного капролона или другого материала. Но был вот такой вот обрезок, поплавленный тут немного. От предыдущих экспериментов все равно попорченный. Решил взять его. Теперь остается лишь зажать за этот пруток в станок и сформировать будущую ручку. Угол мне неизвестен, поэтому буду подбирать экспериментальным путем. Сейчас вот кажется, что я уже переборщил. Угол поворота сейчас стоит буквально 2 градуса.
Ну вот устройство наконец начинает приобретать более-менее законченный вид. Осталось сделать планку. Буду делать ее вот из такого квадрата 18 миллиметров, сталь 45. Ну, другого просто не нашлось. Ну что ж, очередное приспособление близится к завершению. Уже даже по-быстрому из поломанной центровки выточил вот такой резец. Буквально 2 мм шириной, чуть больше. Пришлось выточить кучу таких вот болтиков, винтиков и даже гайку, потому что умудрился просверлить одно из отверстий большим диаметром. Но все это не критично. Также открыт вопрос с болтом, который будет зажимать резец. Пока взял вот такой. Вообще эта сторона готовилась к тому, что сюда можно будет ставить удлинитель с такой же резьбой, но меньшего диаметра. Ну, чтобы можно было долбить меньший диаметр, так как диаметр этого штока 22 мм. Также подумываю в будущем все это покрасить. А на текущий момент уже нужно двигаться дальше, поэтому собираю. Все делалось в торопях. Нужно проверить, смогу ли я хоть что-то долбить на этом станке, потому что уже запланирована некая деталь, которую нужно изготовить. И вопрос только в том, смогу ли я ее изготовить самостоятельно, или придется будет заказывать. Чтобы не мелочиться, сразу взял вот такой проточенный шестигранник, сделал канавку для выхода резца, и да, это сталь. А судя по тому, что она еще и калится, ну как минимум, я думаю, сталь 35. Достоверно марка неизвестна. Какие выводы? Долбить я уже попробовал. Вот эти заусенцы возникают из-за того, что тут же проявляются слабости станка. Причем я не скажу, что это слабости именно ТВшки. Скорее это косяки данного станка. Сразу же видно, где что не зажимается. Попробую вкратце продемонстрировать, что я имею в виду. Я затянул прижимные планки на суппорте. Суппорт полностью зафиксирован. Подтянул клинья на поперечке и на малой продольной особенно. Затянул по максимуму резцедежку, но можно даже не пользоваться индикатором, на глаз все видно. То есть резцедержатель не фиксируется. Ну, на 90 с лишним процентов я могу сказать, что его нужно подгонять и пришабривать. А также умудриться прижать его к фиксирующему штифту во время поворота и при этом сместить само устройство относительно оси. И судя по всему, иного выхода тут уже нет. Штифт здесь есть. Ну и также нужно больше практики. Больше практики в том числе и по заточке резца. На данный момент мне кажется, что я сделал слишком острый угол. Попробую еще его перетачивать. Хотя, если взять тот же самый алюминий или бронзу, то, учитывая, как происходит долбление стали, с цветными металлами проблем возникнуть не должно.
Я не стал делать большой ход. В данном случае он у меня чуть более 20 миллиметров. Ну, понятно, что это все можно подогнать. Я намеренно не стал убирать эти заусенцы, чтобы показать, что получается в итоге всех этих болтанок. Как только появляется лишний свободный ход или излишний зацеп, сразу же возникает такой вот задир. Так что мои выводы пока неоднозначны. И я думаю, будет логичным задать вопрос зрителям, которые уже пробовали долбить, удается ли это делать все-таки на ТВшке и какие режимы вы при этом используете. В данный момент ширина резца чуть более 2 мм, плюс 1/10. Съем получился от 5 до 8 соток. Больше начинает зацеплять, меньше просто не берет. Ну, я напомню, что это сталь. Тем не менее, я думаю, что если немного помучиться, потренироваться, заточить более правильный резец, то шпон-паз сделать вполне можно. Что ж, на данный момент у меня все. Всем спасибо за просмотр. Делитесь своими мнениями. До свидания.